Ученые установили камеру в гроб Маргарет в исследовательских целях. Но, когда они просмотрели видеозапись, все были потрясены. Маргарет происходила из богатой семьи. Ее отец был гуру в сфере недвижимости, который также увлекался коллекционированием древних артефактов, стоивших целое состояние на черном рынке. Ее мать была одним из лучших хирургов в стране. Несмотря на все привилегии, Маргарет оставалась скромной и честной девушкой, посвятившей себя тому, чтобы сделать мир лучше, безопаснее и счастливее. Когда ей исполнилось 18, ее мать умерла от рака, оставив Маргарет и ее отца вдвоем. Спустя несколько лет отец женился повторно на красивой женщине, у которой от предыдущего брака был сын по имени Кристиан. Сначала отношения с мачехой и сводным братом были напряженными. Маргарет часто ловила на себе их взгляды, полные неоднозначных эмоций, и ей не давало покоя ощущение, что ее присутствие в этом доме не всем по душе. Однако она старалась не придавать значения этим чувствам. После свадьбы она решила пойти по стопам отца и занялась недвижимостью и коллекционированием артефактов. Она быстро достигла успеха, унаследовав деловую хватку и страсть к делу от отца. К сожалению, вскоре после этого ее отец умер от внезапной болезни, оставив Маргарет одинокой и разбитой. В его завещании практически все наследство, включая дом, бизнес и коллекцию артефактов, переходило к Маргарет. Это вызвало зависть у Кристиана, который, несмотря на внешнюю вежливость, не мог смириться с тем, что остался ни с чем. К счастью, рядом с Маргарет были ее мачеха и сводный брат, или, как ей тогда казалось. Сначала Маргарет относилась к ним с настороженностью, но со временем они проявили заботу и преданность, и она позволила себе открыться им. Это решение показалось ей одним из лучших в жизни. Через полгода после смерти отца Маргарет вернулась в родной дом, который унаследовала. Ее терзало чувство вины за то, что она оставила дом пустовать, и она решила вернуть ему жизнь. За несколько месяцев, благодаря ее усилиям, город преобразился. Были отремонтированы школы и дороги, построена больница, организованы благотворительные проекты и стипендии для детей. Люди были безмерно благодарны Маргарет. Она часто гуляла по улицам города и здоровалась с местными жителями, многие из которых знали ее по имени. Ее уважали, ценили и даже любили. Но однажды утром город потрясла новость. Маргарет умерла. Ее сводный брат Кристиан пришел навестить ее и обнаружил безжизненное тело на полу в кабинете. Он сразу же отвез ее в больницу, надеясь на чудо, но врачи подтвердили смерть. Причину установить не удалось. Кристиан вспомнил, что у Маргарет были проблемы с сердцем в легкой форме, предоставил медицинские записи и настоял, что вскрытие не требуется, зная, как покойная сестра была против подобных процедур. Позже той ночью, терзаемый горем, Кристиан искал способ почтить ее память и нашел статью о научных исследованиях тел умерших. Он подумал, что это то, что хотела бы Маргарет — внести вклад даже после смерти. Он связался с учеными, подписал документы, а компенсацию пообещал отдать в приют. На следующий день состоялись пышные похороны, на которые собрались сотни людей со всех концов страны. Маргарет запомнилась многим как пример светлого человека, щедрого мецената и вдохновляющей женщины, сумевшей преобразить город и подарить надежду тысячам. Люди держали в руках фотографии, цветы и свечи, а у церкви звучала живая скрипичная музыка, от которой у всех наворачивались слезы. По окончании церемонии ученые, получившие разрешение на участие в исследовании тела, установили высокочувствительную камеру в гробу. Их цель заключалась в том, чтобы в течение года собирать данные о возможной активности или изменениях, происходящих с телом после смерти,
что могло бы дать новый импульс в сфере медицины и нейробиологии. Камера была оснащена ночным режимом и передавала данные в лабораторию через защищенный канал. Ежедневная запись начиналась ровно в 7 часов вечера и длилась до полуночи, с возможностью экстренной активации в случае необычной активности. Поэтому, несмотря на необычность ситуации, установка камеры не вызвала протестов со стороны общества. Все верили, что даже после смерти Маргарет продолжает служить людям. В ту ночь ученые собрались у экрана. Когда часы пробили 7, камера начала вещание, и то, что они увидели, повергло их в шок. Маргарет пыталась выбраться из гроба. Ее руки дрожали, глаза метались по крышке гроба в поисках выхода. Слышно было ее неровное дыхание, сдавленные крики. Камера зафиксировала, как она ударяла по крышке гроба, пока не выдохлась. Ученые немедленно вызвали полицию. Вместе они раскопали гроб и обнаружили, что Маргарет действительно жива. Ее доставили в больницу, где она оправилась. Она провела 3 дня в реанимации, прежде чем смогла прийти в себя и рассказать, что произошло. Оказалось, она давно подозревала Кристиана и заранее спрятала все артефакты. Накануне он предложил ей чай, в который подсыпал снотворное, рассчитывая, что пока она будет без сознания, он сможет обыскать дом. Не найдя коллекции, он вернулся к ней и попытался добиться местоположения ценностей силовым методом. Напичкав ее снотворным, он инсценировал естественную смерть и подделал медицинские документы. Когда полицейские приехали к нему домой, он попытался сохранять спокойствие, но вскоре начал нервничать. Под давлением улик он сознался. Однако в момент, когда он думал, что все кончено, перед ним появилась живая Маргарет, вышедшая из полицейской машины. Он оцепенел от ужаса. Она посмотрела на него с холодной решимостью и произнесла: «Я надеялась, что ошибаюсь в тебе». В суде Кристиан был признан виновным и приговорен к длительному тюремному сроку. Он не выражал раскаяния и даже на последнем заседании бросил на Маргарет взгляд полной ненависти. Она же, несмотря на пережитое, осталась сильной. После восстановления Маргарет вернулась к активной жизни. Она не только продолжила свои социальные инициативы, но и открыла фонд помощи жертвам семейного насилия и предательства. Она часто рассказывала свою историю, вдохновляя других никогда не терять веру в справедливость и в себя. Дорогие зрители, как вы думаете, правильно ли поступила Маргарет, решив подать в суд на своего сводного брата? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.